Привет, народ, на связи Бомж, и сегодня у нас будет очень актуальная тема про то, что мы берем с собой в долгосрочные путешествия автостопом, и покажем, какие у нас с собой снаряжение, рюкзаки и прочее. Начнем, пожалуй, мы с самих рюкзаков. Это Farkless 70 литров, Travel 500. Рюкзаки купили недавно, еще не успели их обносить и понять их минусы и плюсы, но в целом мне рюкзаки нравятся. Ходим мы в тапках фирмы Quechua, купили в Декатлоне 2 года назад за 1000 рублев. И, как ни странно, несмотря на свое дешманство, кроссовки себя показали как очень-очень крутые. Поскольку я занимаюсь видеосъемкой и монтажом, в моем рюкзаке все необходимое для этого. Что мне понравилось в данной модели рюкзака, это то, что здесь есть, во-первых, съемный колпак, а также этот рюкзак имеет функцию полностью открываться вот так, и вы имеете полный доступ к своим вещам. Спинка имеет жесткий каркас, сюда можно запихнуть ноутбук, но я его запихиваю чуть подальше. Худян. Теплые вещи всегда нужны. Пенка. Мешок со шматьем. Фоторюкзак, в котором у меня запихнут MacBook Pro 13 года, 15 дюймов. Зашибись, но есть один минус, он довольно тяжелый. Замотанный в штаны Steadicam, поскольку я не могу пересть с собой кейс от Mozy, приходится вот так вот хитро изощряться, и эта хрень тоже очень тяжелая, но без нее нормальной съемки не получается. Жесткий диск на 1 терабайт выносной, куда я скидываю все исходники. Провода к нему и всякие различные документы, упакованные в хотя бы хоть какую-то влагозащиту, чтобы не промокло и не продолбалось. Причем этот рюкзак я использую как основной, куда складываются все самые важные вещи, документы. Также здесь всякие петли, зарядки, объективы и прочая херня, которая весит очень много. К сожалению, я не могу это нигде оставить, приходится возить с собой. Вот такой вот отстегивающийся колпак у этого рюкзака превращается в сумку через плечо, и сюда вы можете тоже закинуть документы и какие-то важные хреньки для вас. Я сюда пихаю обычно вот такую сумку, где у меня лежат документы, деньги, powerbank от Xiaomi, кстати, охрененная тема. Я камеру и телефоны заряжаю с помощью вот этого powerbank. Далее телефоны и прочее. В общем, сумка, которую всегда можно очень быстро достать, и там будут полезные штуки. Из рюкзака вы можете попасть в отделение, где, допустим, у меня лежит спальник. Также вы можете попасть не внутренней стороны, а с наружной стороны, просто перевернув рюкзак и расстегнув вот эту часть. Здесь у нас спальник декатлоновский фирмы Farkless на температуру плюс 10. Короче, спальник неплохой, но на теплое время. У этого рюкзака есть сразу встроенный чехолка от дождя, теплые шмотки, куртка, ветровка, я бы даже сказал. Вообще теплые шмотки это полезно. Светоотражайка, если будете стопить ночью. Горелка. Как вы знаете, у нас, пока мы ехали по Турции, отвалилась горелка и пришлось купить новую. Купили за $20 плюс баллон. Надеюсь, послужит подольше, чем предыдущая. Также я беру с собой дождевик, полотенчика из микрофибры, опять же купленное в Декатлоне, которое сейчас уже в России не работает. Удобное, клевое полотенце, очень быстро сохнет, и оно у нас одно на двоих. В принципе, этого достаточно. Вот такую вкусняху мы купили, вы не поверите где, в России, в Фикс-прайсе. Набор всяких мыльно-рыльных тюбиков с фиксаторами, то есть они не нажимаются и у вас ничего никуда не вытечет. Плюс чехол, аптечка, и у нас 2 целых аптечки с таблетками необходимыми. Ну, то есть закладываются туда всякие жаропонижающие, обезболивающие и какие-то индивидуальные лекарства. Также старый фонарик фирмы Пецель.
до сих пор работает. И вилка, ложка, ножик. Такой вот наборчик, который уже успел 50 тысяч миллионов раз сломаться. Короче, все равно работает. Нормально. Напоясная сумка, которая прячется под одежду, куда вы можете закинуть свои драгоценные шекели, там, доллары, что-то. И дело это нормально фиксируется. Как бы вы застегиваете под рубашку или там куда-то и сныкиваете ваши ценности. Естественно, это еще не все вещи, потому что мы едем вдвоем, и сейчас будет второй рюкзак, где валяется палатка и также куча полезной херни. У нас немножко все разделено, но вот так получилось. У меня немножко такой блогерский набор. Выжить с таким набором, наверное, не получится. Поэтому у меня существует Тося, у нее существует рюкзак, где лежат все остальные наши пожитки. Естественно, тут нет еще зубной щетки и всяких вещей, таких типа еды, воды, но мы еще до конца не собрались. У Тоси абсолютно такой же рюкзак. Не будем, наверное, до конца его разбирать. Но из важного, что здесь у нас? Такой же фарклазовский спальник. Они, кстати, между прочим, состегиваются между собой. И у вас получается единый такой кокон, где очень тепло. Палатка двухместная, вот такая, фирмы Quechua, по-моему. Она очень хорошо отражает солнечный свет, потому что у нее есть белый светлый тент, а внутри у нее blackout, то есть все темное. И утром вас не шпарит солнце в палатку дичайше, а становится так прохладненько и темно. По поводу влагоустойчивости, сказать сложно, потому что в какие-то жуткие ливни мы не попадали, но обычный дождик выдерживается вполне. Если вы, конечно, не ставите это все дело в луже, и так далее и тому подобное. Минус палатки в том, что она габаритная на самом деле. И выглядит, и весит, и выглядит не очень. Городской рюкзак. В городском рюкзаке, как я уже ранее рассказывал, лежат все важные вещи. Старенький, добренький Canon 550D, который неплохо даже на 2022 год фотографирует. Газ. И вот такой интересный набор кастрюль. Вот его я, пожалуй, на нем остановлюсь поподробнее. Мы его упрятали в тент, не в тент, а в чехол из-под дождевика, чтобы нагар не пачкал одежду и вещи. Вот такой набор кастрюль. Тоже покупался в Декатлоне. Уже как ему пару-тройку лет. Здесь есть пластиковый набор столовый. Губка для мытья посуды закинули мы сюда. Тарелочка и сама кастрюля. Объемом, по-моему, литра 1,5, да? Где-то так. В общем, полезная хрень. Горячая еда – залог вашего психического, морального и физического здоровья. Также есть кружка, тоже фирмы Quechua. Мне кажется, это самая популярная кружка среди туристов, всяких путешественников. Чем она хороша? Она просто выполнена качественно, прикольно так складывается, и можно сразу греть непосредственно чай, кофе прямо на горелке. Очень прикольная такая кружечка. Ну что ж, спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Не забывайте подписываться на канал, писать комментарии, ставить лайки. Это сейчас очень сильно нужно для развития. В скором времени вы уже увидите путешествия автостопом по разным странам, городам. Не скучайте. Всем пока.